Рамиль, здравствуйте. Благодарим, что приняли наше приглашение. Мы знаем, что у вас очень сложный тренировочный процесс, и то, что вы выкрыли определенное время и пришли к нам в гости, это для нас действительно очень много значит. Будем задавать вам вопросы тех ребят, которые являются участниками или являлись участниками турнира. Они задавались с социальных платформ. Вопросы не особо такие серьезные, глобальные, но это те вопросы, которые наших участников интересуют. Отвечать можно и развернуто, и коротко, это, как говорится, как вам удобно. И, в принципе, все. Поехали. Да, всем салам. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Ну и вопрос, который интересует 99% населения Азербайджана. Почему 77 номер? Да просто понравился красивый номер. С детства нравился 7-й, 9-й, 99-й, 77-й. 99-й был, 77-й взял. Кстати, если мы говорим о детстве, такой вопрос тоже существует, я бы хотел вот как раз-таки его задать. Вот первая футболка, какого футболиста она была? Роналду. Бразилец. Не, Криштиану. Криштиану Роналду. Ага, понятно. Самый сильный защитник, против которого вы играли? Если брать с местного чемпионата, то я думаю Бадави Гусейнов. С иностранцем я не вспомню сейчас, надо подумать. Кто самый лучший футболист в мире? На данный момент. На данный момент? Да. Я думаю, мне очень нравится Бензема, но я думаю, Мбаппе все-таки сейчас чуть-чуть посильнее. А если брать из всей футбольной истории, кого бы вы предпочли? Наверное, тяжело, так одного человека невозможно назвать. Месси, Криштиану, оба очень сильные. Ну, они вдвоем, да. Всем понятно, что это сложно, но вот именно сам критерий быть футболистом не всегда до конца все понимают. Насколько сложно быть профессиональным футболистом? Ну, это смотря насколько сильно ты любишь футбол. Если ты любишь, я думаю, это удовольствие. Получаешь от этого удовольствие. Ну, конечно, есть тяжелые моменты, которые есть сбой, есть травмы, есть психологические моменты, есть тяжелые моменты. Но я думаю, сильный, профессиональный спортсмен должен со всем справляться, и от всего этого в конце идет удовольствие. Вот как раз-таки, исходя из этого вопроса, что бы вы посоветовали бы тем ребятам, которые вот либо начинают, либо на первых шагах вот именно к профессиональной карьере? Никогда не сдаваться. Общаетесь вы с ребятами с академии? С детства? Да. Да, конечно. У нас каждую зиму проходит матч. Мы там собираемся, играем в Санкт-Петербурге. Если я приезжаю домой там к родителям, то собираемся. Отлично. Кто ваш самый любимый игрок в составе Карабаха? Провокационный вопрос был на данный момент. Вратарь, Шах. Ваш прогноз на нынешний сезон Карабаха? Прогноз или... Ну, и прогноз, и ожидания. Ну, чего вы хотите? Выиграть кубок и чемпионат. Понятно. Насколько далеко в следующих Еврокубках, дай бог, пройдет Карабах? Ваш прогноз? Хотелось бы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Ну, надеюсь, иншалла так и будет. Мы тоже очень сильно на это надеемся и верим в это. Вопрос, который, я думаю, немножко сменил поколение, но все-таки интересно узнать ваше мнение. Бензема или Левандовский? Ну, для меня Бензема. Может, я знаю, там очень такое мнение, кому-то очень сильно Левандовский нравится, кому-то Бензема, но именно лично для меня Бензема. Если бы вы выдавали золотой мяч в этом году, кому бы вы его отдали? Бензема, наверное. Или Бензема, Мбаппе или Салах. Ну, я подумал. Между троим. Так. Ну, или Роналду, кстати. Роналду всегда сильный. За какой европейский клуб вы бы хотели играть? Арсенал, Лондон. Кстати, один из таких вопросов был. В одном из ваших интервью вы говорили, по-моему, что вы бы хотели играть за лондонский Арсенал. Как вы думаете,
это реализуемо на данный момент? Или все-таки это все-таки остается мечтой? Ну, пока мечтой на сегодняшний день, ну, в будущем посмотрим. Трабзонспор, Зенит или Жилина? Зенит. Клоп или Гвардиола? Клоп. Лучший стадион в мире? Это где я играл или вообще? Можно и так, и так. Где я не играл, я не знаю, какие там стадионы, но вот где я играл, я думаю, Зенит очень хороший стадион новый. В Санкт-Петербурге. Потом... Ну, давайте его оставим. Мне очень нравится. Помните ли вы игру, где вы столкнулись с максимально сумасшедшей атмосферой болельщиков? Ну, это не один раз было. Один раз, я точно помню, это было, когда мы играли с «Зенитом» в Турине. Это была Лига Европы, по-моему. Там сумасшедшие какие-то болельщики попались. Очень такое давление было сильное. И когда мы играли в Бешикташе, в Стамбуле с Бешикташем, тоже сумасшедшие болельщики. Ну да, там звук. Сильное давление Да. было, да. Ну и у Трабзона дома тоже болельщики очень сильно. Кстати говоря, о давлении и о внутренней мотивации. С кого вы берете пример и есть ли такой человек, который вас мотивирует конкретно в вашей игре, в вашей карьере? Это может быть и спортсмен, и, я не знаю, член семьи, друг, близкий. Да нет, такого нет, чтобы какого-то одного человека вспоминал и хотелось играть. Это в совокупности как бы. Просто хочется играть в футбол, семья, друзья. Просто нравится. Что, по вашему мнению, наиболее превосходит, то есть имеет большее значение? Это ментальная готовность к игре или все-таки физические данные? Я думаю, ментально это очень важно. Если ты не готов ментально, психологически, очень тяжело будет. Физику можно в любой момент наработать или стать быстрее, сильнее за счет работы над собой. Но если ты слаб психологически, то будет сложно очень. 3 лучших игрока Карабаха за ее историю. Для меня это очень сложно, потому что я не всегда следил за Карабахом, но насколько я слышал по рассказам, то я думаю, как все говорят, что самый сильный это Рейналдо был, но я его, честно сказать, не видел в действии. На втором месте, на втором нет, но вообще, кого я видел сам, вот из кого я еще видел, это, конечно, Зубир и, я думаю, Дани Кинтан. Но это мое мнение, я всех так... Это я иностранцев только назвал, я не называл азербайджанцев. Ну, и только из иностранцев возьмем. Отлично. Так. Самый лучший гол в вашей профессиональной карьере? Я один помню, но Если честно, это один из моих любимых голов, которые забивались вообще за сборную. Не, я не считаю это с лучшим голом. Я думаю, против Словакии, наверное, очень красивый гол, мне понравился. А какое это чувство забивать Нойер? Я ему не забивал. Там же не Нойер стоял тогда. Очень важный, как я понял, по мнению наших участников, это такой не футбольный вопрос, но все-таки. Ананас пицца, да или нет? Я бы этих людей в первую посадил. Marvel или DC? Марвел. С каким персонажем себя ассоциируете? Ну, я не ассоциирую, но мне нравится очень сильно Железный человек. Ну, да, Железный, Тор. Ну, вот, и кто-то из них двоих очень мне нравится. Что бы вы посоветовали и участникам, и пожелали бы нашим проектам? Фу. Работать. Работать и не благодарю. И отдыхать тоже не забывайте.
Рамиль, огромное вам спасибо за то, что уделили время. Мы надеемся, что мы не достали вас своими вопросами. И будем надеяться, что это интервью, скажем так, вас запомнится как одно из лучших. Мне понравилось. Спасибо огромное. огромное.